ребятушки. Hello, как говорится. Приветствуем вас в штате Флорида, Соединенные Штаты Америки, в местечке под названием Марафон. Это 200 километров от города Майами. Вы знаете, в США много, назовем это так, движух, которые объединяют сотни тысяч и миллионы людей, которые живут здесь, в этой стране. Например, NASCAR, бейсбол, лоурайдеры, монстр-траки, драг-рейсинг, дома на колесах, океанская рыбалка, частная авиация, яхтинг, большой и маленький. Для сотен тысяч, повторюсь, и миллионов людей, которые живут здесь, это и хобби, и бизнес, и развлечения на выходные, и не только. Так вот, сегодня мы находимся на еще одной такой, назовем это так, движухе. Это встреча любителей скоростных лодок, которая организует Florida Powerboat Club. Что к чему, что за лодки, как они ездят, сейчас все вместе посмотрим. Будет интересно. Погнали! Ребятки, значит, очень коротко и вообще что к чему. Powerboating — это по-русски водно-моторный спорт. То есть, грубо говоря, есть и в России, и в СНГ, много где есть. Вся движуха, на самом деле, начинается даже в детском возрасте. Там у нас лодки 175 кубов, двигатель 8 лошадиных сил. Самые простые лодки у взрослых — это 350 кубов и выше. А лодки бывают двух типов. Это навесные моторы, это 2, 3 или 4 мотора, лодочные моторы, а также лодка со встроенным двигателем, которая вот там вот плывет. И там уже простор для творчества гораздо больше в плане лошадиных сил, отдачи, скорости и вот этого всего прочего. Интересно, что есть и совсем экстремальные варианты. Это лодки с реактивным мотором. И вот именно такая Spirit of Australia установила рекорд скорости на воде 555 км в час. Лодка, о которой мы расскажем вам сегодня, называется Project 1080 HP Horsepower. Ох, красавец, летит! Натурально динозавры летающие. Так, нам туда идем. Итак, ребяшки, перед нами один из самых ярких представителей скоростных лодок. Это называется лодка Project 1080 HP Horsepower Cigarette Top Gun, которой, между прочим, владеет основатель Florida Powerboat Club Стив Джонс. Вот перед нами готовит лодку, сейчас подготовит, и мы зайдем, посмотрим, что там внутри. На самом деле, эта лодка была построена в 2000 году и называлась Cigarette 38 Top Gun. Но к 25-летию клуба эта лодка была полностью переделана и модернизирована с помощью специалистов команды Mercury Racing. Сегодня в этой лодке два двигателя по 540 лошадиных сил каждый, V8, 8 и 6 литра. Они работают вместе с приводами Bravo One XR и гоночными винтами Mercury. Даже там каюта небольшая есть. Сейчас, надеюсь, Стив нам ее покажет. Yep. Мы на борту. Stu, very nice to meet you. Nice to meet you. Just tell us about the boat. What's so special about it? The length, horsepower, and everything. Well, this is a very traditional cigarette. You know, in the world of high-performance boating, Cigarette is a brand that everyone recognizes. The company's been around since the 70s. It was created by a legendary figure named Don Aronow. The most popular cigarette that's built is called the Top Gun model. You're standing in a 38-foot Top Gun. So this is a 2000 model Top Gun, but it's what we call a resto mod. So the reason we call it that is we took this old boat and we stripped it down to bare fiberglass and we completely reconstructed the boat. So let's talk about the engines, and I'll open the hatch here. So you have a special button, right? Wow. Yes, I opened the hatch here, and we're going to go and we're going to take a look at the motors. And they are basically very state-of-the-art. They have computers that control the fuel flow. And there's a lot of sensors that allow us to monitor the engine's functions. This boat cruises nicely at about 68 to 70. The fuel burn at 70 is still pretty high. It's close to 70 gallons per hour. I like to drive the boat at around 60 miles per hour. The fuel burn is 60 gallons per hour, which translates to 1 mile per gallon. Okay. How far you can go on one tank? If I drive the boat at 45 miles per hour, 45. we get a 1.5 gallons per mile. I have 240 gallons. That translates to about 350 miles of range if I travel at 45 miles per hour. Okay. But the problem is, if you get in this boat, you'll never drive it at 45 miles per hour. You always want to push the throttle forward. The cabin forward is not very big. You can sleep on it, but we don't sleep on it because, you know, it's very small. But everywhere we go, we have a hotel to stay in. But it's very well set up because we've created tie downs and straps where we can stow our luggage. We can put all our luggage down there, strap it down,
So when we're going in the big ocean, it's not bouncing and bouncing and bouncing. If you lighten the boat up, the boat will always go faster. But you want to have enough room for your family. This boat's comfortable with about 6 people. That's about it. All right, hang on, everybody. We're going to go fast. Держи. Так. Очень комфортно, но пока... Вот, разгоняемся. Идет очень мягко. Океан, конечно, спокойный. О, ощущение невероятно, ребят. Я притяну лучше. Держись. Я не уверен, что наши GoPro будут там же к концу съемки. Вот нужны очки, без очков глаза дует, а никуда не сложно смотреть. О, поворот. Ну, ехать очень комфортно, то есть, ну, ни хрена не слышно, вообще я себя еле слышу. Но это звук двигателя, это удовольствие, это здорово. Это первое. Значит, второе, океан довольно спокойный, практически штиль, поэтому лодка идет как по маслу. Вот, то есть, ну, волн нету, вообще можно стоять спокойно. На самом деле можно вот так вот. 1080 лошадиных сил прямо сейчас вот там работают. И мы при этом едем вот так. Оп. Как на Мерседесе Майбах. Мягкость хода фантастическая. Do you pay any taxes for this boat every year? Kind of like The only tax that you have to pay is the registration for the boat. It's about $200 a year to have the boat registered in the state of Florida. Yep. The most expensive item on maintaining these boats really is the insurance. The insurance for this boat is about $5,500 US per year. 5,000. Okay, based on a hull value of about $230,000. A lot of these boats in the club, these big catamarans that are $1 million boats, their annual insurance premium is about $25,000 to $30,000. How many people are right now in the club, approximately? My wife Jackie would have a good idea of that. Jackie, what are we, about 500 to 600 people average members? A small event for us, like this event, 25 to 30 boats. That's average for a small event. A big event for our club is going to be well over 200 boats. What we call it a sport sometimes, but really it's a lifestyle. But it's a lifestyle that surrounds, that attracts many people who like to live out, outdoor excitement. They like adrenaline. They like to go fast, and they like being outside. And power boating gives you all of those things. Now my boys are on the boat, and we're going to go and have a day of family boating. Thank you so much for your time. Thank you. We had a nice visit with you. We say hi to everybody in Russia. Ребятушки, значит, вот такая вот тема. Скоростная лодка 1080 лошадиных сил. Стю сказал, что это такая простая лодка, далеко не предел, там была лодка 1600 сил. Спасибо, что посмотрели. Простите за легкий экспромт, но у нас было ровно 30 минут, и мы использовали их по максимуму. Ждем ваши комментарии. Привет из Майами. Увидимся. Пока.